Пару месяцев тому назад, если не больше, я попытался начать цикл передач, посвященных становлению атомной и ядерной физики, обеспечивших возможность создания сначала атомного ядерного оружия, а чуть позже, по историческим меркам едва ли не синхронное, и появление атомной энергетики. Виноват, каюсь. Был уверен, что удастся реализовать задуманное куда как быстрее, но хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. И событий в мире энергетики, которые стоило проанализировать, было необычно много, и организационный вопрос нужно было решить. Последнее удалось почти полностью. Геоэнергетика Инфо, как я очень надеюсь, добилась постоянной студии в столице нашей Родины. Осталось только изобрести способ принять на работу оператора-монтажера. Неожиданно выяснилось, что люди с такой специальностью в руках бесплатно работать не имеют ни малейшего желания. И как раз в этот момент YouTube отщебучил развеселую шутку с монетизацией для российских пользователей. Но тут уж ничего не поделаешь. Будем продолжать нашу безнадежную борьбу в надежде на кривую, которая порой куда-то да уводит. Если у кого-то из вас, уважаемые зрители и слушатели, есть мысли, советы, пожелания относительно всех этих организационных моментов, все наши контакты под этим роликом. Так вот, готовя новый исторический атомный текст, я пролистал предыдущий. Для тех, кто позабыл, когда это было и о чем это было, вот ссылка. И заметил, что явно поторопился с рассказом о Резерфорде, который во всем виноват. Рассказывая про опыт немецкого физика Юлиуса Плюкера с катодными лучами, я только вскользь прошелся по опытам Вильгельма Рентгена, который привел его к открытию невидимых человеческим глазом неких X-лучей. Рентген был первооткрывателем, он же был одним из первых, кто разобрался с физической природой этих лучей. Так что ничего удивительного в том, что вот уже вторую сотню лет мы эти X-лучи именуем рентгеновскими. Напомню в нескольких словах, о чем шла речь. Вот устройство под названием катодная трубка, стеклянная, запаяна с двух концов, но внутри находится катод и анод. На катод подаем большое по номиналу отрицательное постоянное напряжение, на анод положительное и тоже, разумеется, постоянное. Штрихами я тут изобразил молекулы газа. Как получилось, не обессудьте. Эксперименты вели именно экспериментаторы, не морочившие себе голову теорией того, что они, собственно, наблюдают. После подачи напряжения газ внутри трубки начинал светиться. Вот этот эффект и интересовал прежде всего. А уж по каким причинам это свечение появлялось в 50-е годы позапрошлого века, решили подумать как-нибудь потом. Это с точки зрения современной физики. Мы понимаем, что в катодной трубке создавался тлеющий заряд, причиной которой является направленное движение электрически заряженных частиц, электронов. 170 лет тому назад не до такой зауми было. Интересно было запаивать в трубку разные газы и получать свечение разного цвета. Синенькие, желтенькие, зелененькие. Да, этот эффект нам и сейчас прекрасно известен. Мы им достаточно охотно пользуемся, поскольку перед вами схема газоразрядной лампы, которая, как известно, куда как дешевле лампочки накаливания, поскольку потребляет куда как меньше электрической энергии. К концу XVIII века, через 50 лет, пришло понимание того, что же происходит в катодной трубке с точки зрения физики. Высокое напряжение разогревает, поднимает температуру катода. И есть металлы и сплавы, которым этого вполне достаточно, чтобы в их атомах срывались с внешних, самых удаленных от ядра орбиталей электроны и уходили в свободное плавание. Электроны – это для физиков единичный электрический заряд с минусом. А на противоположном конце катодной трубки высокое положительное напряжение на материале анода. Минус с плюсом притягиваются. Вот электроны мчатся к аноду, причем мчатся с ускорением. С точки зрения физики перед нами самый примитивный ускоритель. Праотец всех современных синхрофазотронов и прочих циклотронов. Почему газ внутри трубки светится? Электроны, двигаясь сквозь газ от катода к аноду, в начале траектории еще не успевают набрать приличную скорость, то есть их энергия относительно невелика. Но ее вполне достаточно, чтобы при соударениях с электронами атомов газа привести их в возбужденное состояние, избавиться от которого электроны могут только за счет сброса излишков этой энергии, то есть испустив фотон, частицу света. Чем ближе к аноду, тем больше скорость первичных катодных электронов. Их энергии хватает уже для того, чтобы срывать электроны атомов газа с их орбиталей, тем самым превращая атомы газа в ионы, а вторичные электроны, свежесорванные, увеличивают яркость свечения. Образовавшиеся ионы – это электрически нейтральный атом без угнанного прочь электрона. То есть это положительные ионы, которым в такой обстановке приходится двигаться к катоду с его отрицательным зарядом. Это дает дополнительный нагрев материала катода, первичных электронов становится больше, и далее все по той же схеме.
Результат – достаточно яркое и стабильное освещение газоразрядной лампы нам с вами на радость и кошелька пользы для. Пока коллеги игрались с разными газами в катодной трубке, Юлиус Плюкер решил изменить условия эксперимента. А что будет, если из этой катодной трубки выкачать весь воздух? Это мы с вами понимаем, что свечение обязано исчезнуть, поскольку уже и про электроны, и про ионизацию атомов газа знаем. А Плюкер двигался на ощупь, поэтому вполне реально удивился тому, что свечение исчезло. Но отдадим ему должное. Интуиции ученого хватило на то, чтобы проверить сумасшедшую гипотезу. А вдруг свечение на самом деле есть, просто его глазами не видно? Как проверить? Плюкер просто сместил анод внутрь трубки и получил вот такой эффект. Фигурный анод обеспечил появление уже видимой тени на стекле лампы. С фактами Плюкер спорить не стал. Тень есть? Есть. Значит, и лучи имеются. Пусть мы их глазами и не наблюдаем. И есть у меня здоровое впечатление, что именно Юлиус Плюкер был основателем прекрасной традиции физики как науки. Не ломать собственную голову и не завязывать узлами языки всех остальных для придумывания названий новых явлений, новых открытий и даже новых химических элементов. Этим таинственным лучам явно требовалось собственное наименование. И Плюкер, как первооткрыватель, задействовал элементарную логику. Лучи испускает катод, значит, это катодные лучи. Это вам не обзывать аспирин ацетилсалициловой кислотой, согласитесь. Обращу ваше внимание на еще один не сразу заметный факт. К моменту открытия катодных лучей физики не то что про сложный состав атомного ядра ничего не знали. В 1859 году даже электроны были то еще терра инкогнито. И, разумеется, никакого отношения катодные лучи к ядерной физике не имеют. Как, собственно говоря, не имеют его и лучи рентгеновские. Следующие 30 лет изучение катодных лучей успешно продолжалось, хотя как не было при этом никакого теоретического объяснения, понимания физической природы, так оно и не складывалось. Развивались прикладные подходы, появлялись все более мощные источники электроэнергии, что в свою очередь позволяло наращивать и наращивать разницу потенциалов между катодом и анодом. И мы с вами понимаем, что каждый этап такого наращивания обеспечивал электронам, вылетевшим из катода, все большую скорость, все больший запас энергии в конце их маршрута на атомах материала анода. Совершенствовалась насосная техника, росла глубина вакуума внутри катодной трубки, то есть все меньше становилось препятствий на пути катодных электронов. И ход продолжавшихся экспериментов стал меняться. При превышении определенных критических параметров вместо тлеющего разряда внутри трубки был получен уже дуговой. Не будем вдаваться в подробности, благо они к сегодняшней теме отношения не имеют. Важен сам факт. Улучшение технологий, используемых при проведении уже привычных экспериментов, дало качественный скачок, позволило сделать новое открытие. Могли физики после этого взять и остановиться? Научный азарт гнал вперед. Еще выше потенциалы, еще более чистый вакуум. В конце 80-х годов XIX века очередь в этой научной гонке пришла и к Вильгельму Рентгену. Подозреваю, что история открытия им X-лучей известна многим, но это ведь не мешает припомнить ее еще разок. Уж очень это классический пример того, что и случай в развитии науки может порой играть важную роль. В ноябре 1895 года Рентген задержался на работе после окончания рабочего дня, чтобы завершить начатый эксперимент с катодной трубкой. Дальше помните? Экспериментальная установка, которую он случайно включил раньше времени, была аккуратно укрыта со всех сторон черным картоном. В комнате были задернуты шторы, но при этом лежавший рядом с катодной трубкой люминесцентный экран начал светиться зеленоватым светом. История умалчивает, сколько раз Вильгельм щелкнул рубильником, чтобы окончательно убедиться. Нет, не померещилось, эффект действительно имеет место быть. Выключил установку, свечение исчезло, включил, появилось. Вильгельм Конрад Рентген был весьма опытным физиком-экспериментатором, поэтому он сразу же приступил к изучению открытым X-лучей. Первая проверка – повторение условий эксперимента английского ученого Уильяма Крукса, который в 1879 году выяснил, что катодные лучи отклоняются магнитным полем. X-лучи на магнитное поле никакого внимания не обратили. И это однозначно подтвердило догадку Рентгена о том, что у этого вида излучения совершенно другая физика. Оно имеет другую природу, другое происхождение. После этого Рентген занялся поиском и изучением прочих свойств X-лучей. Чем еще они отличаются от лучей катодных? Что нового они позволяют изучить? X-лучи проходят через материалы, непрозрачные для обычного света, зафиксированно. Через какие-то материалы X-лучи проходят лучше, чем через другие. Это доказал самый простой эксперимент. Ученый просто подставил под X-лучи собственную руку. Кисть. И на люминесцентном экране увидел только кости.
Мягкие ткани для X-лучей прозрачны, кости эти лучи задерживают. Зафиксировано. Для того, чтобы не опозориться перед научным сообществом, рентген придумал максимально точный способ зафиксировать полученный результат. Сделал снимки правой руки своей жены Берты при 6-минутной экспозиции. Вот он, первый в истории рентгеновский снимок. И еще один счастливый случай, удачное стечение обстоятельств. Вильгельм и Берта были католиками, а обручальное кольцо католики носят именно на правой руке. И даже при вот такой несовершенной технике фотографирования отличия металла от костей видны совершенно отчетливо. Теперь у ученого уже не оставалось никаких сомнений. И 28 декабря 1895 года Вильгельм Конрад Рентген опубликовал свою знаменитую статью о новом виде излучения в анналах физики и химии университета города Вюрцбурга, в котором он на тот момент работал. Интернета тогда не было, но Рентген знал способ, как подключить к изучению своего открытия высококвалифицированных специалистов. Он направил письма с описанием эксперимента и с копиями фотографий руки Берты ряду выдающихся европейских ученых. Его старый друг из Вены, Франц Экснер, был настолько впечатлен этой новостью, что не преминул продемонстрировать фотографию своим домашним гостям. А дальше в дело вступила пресса. Телеграф уже был изобретен, потому статьи и снимок перебрались и через канал, через пролив Ла-Манш, где они были опубликованы в London Chronicle вместе с комментариями журналистов о том, что X-лучи могут принести пользу в медицине. 20 января 1896 года в Нью-Хэмпшире врачи при помощи X-лучей выполнили точную диагностику сложного перелома руки некого Эдди Маккарти. И вот с этого момента X-лучи рванули в медицинские исследования. Тем временем в Германии Рентген, ободренный потоком положительных отзывов, выступил с докладом перед членами медицинской ассоциации Вюрцбурга, во время которого в демонстрационных целях сделал снимок руки профессора Альберта фон Колликера, одного из самых выдающихся немецких анатомов того времени. Маститый ученый был настолько поражен, что заявил, что никогда прежде он не присутствовал на презентации открытия такой значимости, как в сфере естественных, так и в сфере медицинских наук. И вот именно фон Коллинер первым и предложил называть новый вид излучения именем их первооткрывателя. Потому нам точно известна не только дата открытия нового вида излучения, но и дата, после которой весь мир очень быстро привык к тому, что речь идет именно о рентгеновском с маленькой буквы излучении, о рентгеновских с маленькой буквы лучах 2 января 1896 года. В клиническую практику рентгеновское излучение проникло практически мгновенно. При помощи рентгеновских лучей исследовали переломы. Рентгеновское излучение позволяло точно обнаружить местонахождение пуль и осколков. Войн на планете в это время хватало. Разумеется, это сделало Вильгельма Рентгена настоящей знаменитостью. Именно он стал первым в истории лауреатом Нобелевской премии по физике 1901 года. В 1903 году первый рентгеновский аппарат появился в медицинской клинике в университетской больнице города Софии. Но уникальность была быстро утрачена. Кстати, история сохранила и название компании, которая первая приступила к массовому производству рентгеновских аппаратов. Koch und Sterzel, город Хейфниц. Сугубо для интереса. Первые рентгеновские аппараты и исследования при их помощи выглядели приблизительно вот так. На этом оставим в стороне исторические факты и попробуем понять, что оно такое есть, это рентгеновское излучение. Изучать его начали, повторяю, до открытия электрона, до понимания свойств и состава атомного ядра. То есть, по большому счету, к атомной физике рентгеновское излучение имеет опосредованное отношение, а потому стоит в сторонке от задуманного мною рассказа об истории атомной физики. Но пройти совсем мимо него было бы совершенно неправильно сразу по нескольким причинам. Воздействие рентгеновского излучения на ткани человеческого тела при определенных условиях дает результаты, во многом схожие с результатом воздействия радиоактивного излучения. Раз. 2. С рентгеновского излучения поэтапного совершенствования методов его использования для диагностирования началось развитие такой важной отрасли знаний, как ядерная медицина. При этом развитие рентгеновских исследований достигло такого уровня, что они используются медиками и сегодня. А мне бы очень хотелось, чтобы вы, уважаемые зрители и слушатели, понимали, что за манипуляции производят с вами в тот момент, когда вы становитесь пациентами медицинских клиник. Это тот самый случай, когда больше знаешь, крепче спишь, поскольку понимаешь, что никакого вреда твоему здоровью эти вечные циники в белых халатах не принесут, а диагноз поставят максимально точно. Это 2. 3. Для рентгеновских лучей прозрачны отнюдь не только ткани человеческого организма. Этим лучам глубоко по барабану, что мы ими просвечиваем. Рентгеновское излучение – основа дефектоскопии, неразрушающего контроля. Его используют при излучении кристаллических веществ,
в рентгеноструктурном анализе, в рентгеновской диффектоскопии и далее по списку. Ну, а где нужен неразрушающий контроль и рентгеновская диффектоскопия чаще всего? Причем то и другое требуется безальтернативно. Правильно, в атомной энергетике. Как еще проверить состояние корпуса реактора изнутри, состояние тепловыделяющих элементов и сборок металлических конструкций первого контура в активной зоне реактора? Нырнуть, распилить, посмотреть, заварить, вынырнуть, дабы после этого медики уверенно писали, пациент был доставлен в клинику, был обследован, был продиагностирован, был хорошим товарищем и отличным специалистом. Так ведь для того, чтобы перепроверить результаты вот такого камикадзе, потребуется еще один ныряльщик, а там и следующий. Такой футбол нам не нужен. Мы люди гуманные. Вот это рентгеновский снимок сварного шва. Надеюсь, что намекнул достаточно толсто. И, кстати, о камикадзе и прочих злоумышленниках. Рентгеновские рамки на входе на особо охраняемые объекты тоже ведь полезное изобретение. Не говоря уже о куда как более продвинутых методах контроля грузовиков на таможенных пунктах. Полезное изобретение, как говорил один киногерой. И отдельная история, которая лично меня изрядно раздражает, рентген с маленькой буквы в качестве единицы измерения доз радиации. Ничего более абсурдного, противоречащего логике и придумать-то нельзя. А нет, традиция. Но об этом чуть позже. А то и так тема становится все больше и больше. Так, о физике рентгеновского излучения. Еще более глубокий вакуум в катодной трубке. Еще более высокая разница потенциалов обеспечивают электронам, эмиссия которых происходит с поверхности катода, скорость и энергию достаточно высокую для того, чтобы они в буквальном смысле слова врывались в электронные облака атомов материала, из которого выполнен положительно заряженный анод. Для наглядности и на всякий случай напомню схему строения атома. Вот схема водорода. Схема хорошая, разве что слово «орбита» перебор в упрощениях. Куда как точнее использовать слово «орбиталь». Но к этому мы еще вернемся. Но это схема строения самого простого химического вещества, занимающего первое место в таблице Менделеева. Если речь идет о более тяжелых элементах, у которых и протонов в ядре, и электронов на орбиталях побольше, то все куда как интереснее. Атом в целом электрически нейтрален, поскольку количество протонов в ядре равно количеству электронов на орбиталях. Чем больше протонов в ядре, тем сложнее электронам кучковаться на одной орбитали. Поэтому у тяжелых химических элементов орбитали больше одной. Получается приблизительно вот так. Буквы, которыми обозначены орбитали, просто для удобства, чтобы физикам было проще между собой разговаривать на языке, который у них общий, вне зависимости от родного. Чем тяжелее химический элемент, тем больше в ядре протонов, тем больше электронов на орбиталях и больше количество самих орбиталей, иначе электронам не хватит места. У электронов на орбиталях атома есть общее для них свойство. Чем больше диаметр орбитали, на которой находится электрон, тем больше у электрона запас энергии. Электрону это совершенно не нравится. Устает бедолага с большой скоростью, мотаясь вокруг ядра. Потому как только появляется вакансия на внутренних орбиталях, электроны с внешних орбиталей с удовольствием смещаются поближе к ядру. Наверное, вот тут надо рассказывать о квантовых эффектах, но это как-нибудь в следующий раз. Сегодня просто фиксируем. При перемещении на внутренние орбитали электроны сбрасывают лишнюю энергию. Или другими словами, испускают гамму-частицу, она же фотон. Фотон, который электрически нейтрален и который без всяких препятствий улетает вдаль, унося оставшую лишнюю энергию. Да, вы правильно поняли, к чему я веду. Катодные электроны мчатся настолько быстро, что выбивают электроны именно с внутренних орбиталей анода. На появившееся вакантное место сваливается электрон с ближайшей внешней орбитали. На то место, которое он освободил, валится электрон со следующей орбитали и так далее. И на каждом этапе такого перестроения электронов атом излучает все новые фотоны, которые мы и называем рентгеновским излучением. Физики зачастую оперируют другими терминами, но откуда они берутся, понять несложно. При образовании рентгеновского излучения катодные электроны взаимодействуют с анодными электронами. Так? Так. Тогда это электрон-электронное рассеивание. Логично ведь? Катодные электроны по трубке несутся с большой скоростью. Соударение с анодными электронами заставляет сбросить скорость. Так? Так. Тогда это тормозное излучение. Все три названия совершенно точны. Рентгеновское излучение, поскольку открывателем был Вильгельм Рентген, электрон-электронное рассеивание и тормозное излучение, потому что такова физика процесса. И давайте-ка схему рентгеновской установки без красивости, от руки, в самом общем виде. На чертеже ровно одно усложнение по сравнению с традиционными чертежами катодной трубки – фокусирующий электрод.
Он нужен, чтобы первичные электроны не шлепались о стекло корпуса трубки, чтобы сфокусировать пучок этих электронов. Тогда они принесут больше энергии материалу анода, тем самым повышая интенсивность рентгеновского излучения. Поверхность анода располагают именно так, под углом, чтобы обеспечить направление рентгеновских лучей проще с трубки в сторону исследуемого объекта, груди пациента или очередного сварного шва. Энергия фотонов рентгеновских лучей настолько высока, что частота их колебаний выше диапазона оптического излучения. Человеческий глаз их не видит, хотя физически это все те же частицы света. Опять же, просто напомню. Рентгеновский диапазон, как видите, уже не ультрафиолет, но еще и не гамма-лучи. Я уже практически слышу вопрос, а можно ли по той же схеме получить гамма-лучи? Ответ очевиден, разумеется, можно. Нет никаких физических причин сделать это невозможно. Все, что требуется, обеспечить первичные электроны еще большей скоростью, придать им еще большее ускорение. Ставим галочку. И об этом тоже стоит поговорить, но уже тогда, когда речь пойдет об ускорителях элементарных заряженных частиц. Беседуя во время Атомэкспо этого года с академиком Александром Михайловичем Сергеевым, научным руководителем Национального центра физики и математики, я задавал ему вопросы о middle science проектах центра, один из которых – лаборатория синхротронного излучения. Удастся ли уговорить Александра Михайловича найти в его плотном графике время заглянуть в нашу новую студию – большой вопрос. Но к теме я намерен вернуться в любом случае. С физикой рентгеновского излучения мы практически закончили. Надеюсь, что моя старательная попытка не прибегать к формулам оказалась удачной. Рентгеновские лучи несут очень большой объем энергии, поэтому частота волн чрезвычайно высокая, от 3 на 10 в 16 степени до 3 на 10 в 19 степени. Соответствующая длина волн от единицы в минус 8 степени, то есть 0,7 нулей и единичка метра, до единицы в минус 11 степени метра, 0, 10 нулей и единичка. Без всякой квантовой физики, просто включаем обычную человеческую логику. Такая длина волны позволяет рентгеновским лучам протискиваться между атомами веществ, которые непрозрачны в оптическом диапазоне. Чем плотнее вещество, тем больше фотонов рентгеновского излучения сквозь него не пройдут. Мягкие ткани организма для этого излучения прозрачные, а кости дают тень. Следующее умозаключение чуточку сложнее. Характеристики рентгеновского излучения зависят не только от скорости катодных электронов. Да, я знаю, что правильный термин эмиссионные фотоны, но мне вот так сегодня удобнее. Но и от материала анода. У разных металлов разное количество электронов на орбиталях и даже разное количество самих орбиталей. У электронов на орбиталях разная энергия, поэтому и энергия получаемого рентгеновского излучения получается не одинаковой. И физикам, и медикам есть где разгуляться. Меняем разность потенциалов на катоде и аноде, играемся с разными материалами анода и тем самым подбираем характеристики рентгеновского излучения, оптимальные для данного конкретного исследования. В медицинских целях удобнее вот такие, в дефектоскопии вот такие и так далее. Гибкий механизм получается, потому и спектр применения рентгеновского излучения весьма широк. Особенно сильно изощряются, конечно, медики. А давайте подберем частоту рентгеновского излучения так, чтобы можно было увидеть в мягких тканях образования, которых в них не должно быть по определению. Физики в ответ. Разрешите выполнять? Медики. А мы вот тут подобрали препарат, который, находясь в желудке человека, придержит часть рентгеновских лучей, что даст возможность изучить полость желудка и до кучи поджелудочной железы. Частоту излучения подберете? Физики. Разрешите выполнять? Ну и так далее. При этом, при выполнении каждой такой просьбы приказа, памятуя о главном медицинском принципе «не навреди». Вот язык сам и привел к необходимости разобраться с вредом для здоровья человека, который потенциально вполне способен принести рентгеновское излучение. Разумеется, все упирается в физику, все прочее – следствие. Энергия фотонов рентгеновского излучения настолько велика, что они, путешествуя сквозь то или иное вещество, умудряются срывать электроны с внешних орбиталей, тем самым превращая атомы в положительные ионы. Терминология в этом случае не самая сложная. Атом любого вещества в стабильном состоянии имеет нулевой электрический заряд. Количество электронов на орбиталях строго соответствует количеству протонов в ядре. И атомам такое состояние очень нравится, поскольку позволяет без проблем устанавливать химические связи с другими атомами. Опять же, для наглядности. Выглядит это приблизительно вот так. Мне эта схема нравится, поскольку на ней хорошо видно, что химические связи обеспечивают обобщение ядрами атомов и электронов, болтающихся на внешних орбиталях. Пунктиром на чертеже обозначена внутренняя орбиталь. На ней, как видите, никаких изменений не происходит.
Ион – это атом, в котором или не хватает одного или нескольких электронов, или наоборот, атом, ядро которого умудрилось стащить к себе в полон лишний электрон. Не хватает электрона. Перед нами положительный ион, поскольку количество протонов не изменилось, то есть плюсиков у атома теперь больше, чем минусиков. Лишний электрон в составе атома, значит, это отрицательный ион, поскольку минусиков больше, чем плюсиков. Процесс обдирания электронов с внешних орбиталей именуется ионизацией. Не устаю повторять, что физики не любят излишне усложнять используемую ими терминологию. Какой результат даст ионизация? Взгляните еще раз на эту схему и представьте, что одного внешнего электрона не хватает. Представили? Все верно. Химическая связь попросту разваливается. А вместе с ней молекула, в состав которой эти вот два атома входили. С медицинской точки зрения все грустно. Ионизация за счет воздействия рентгеновского излучения разрушает связи в белковых и прочих молекулах тканей человеческого организма. Способы борьбы с этим безобразием вполне очевидны. Подбирают такой материал для анода, который дает наиболее мягкое рентгеновское излучение, фотоны которого имеют энергию, близкую к нижнему порогу. И, разумеется, тщательно фиксируют дозу рентгеновского излучения, которое получает пациент в течение условного календарного года. Вот при такой дозе все в порядке, организм справляется с нагрузкой, а вот порог, выше которого могут начаться проблемы, потому количество рентгеновских процедур всегда строго ограничено. Дополнительная проблема при диагностических процедурах – то, что рентгеновское излучение ионизирует и атомы воздуха, которым мы с вами дышим, находясь внутри рентгеновской кабины. А ионы воздуха нашим легким не полезны. Способ борьбы тот же – строго определенное количество процедур и контролируемое время нахождения в рентгеновской кабинке при проведении диагностических процедур. Для медицинских сотрудников рентгеновских кабинетов свинцовые экраны перед рабочим местом, регулярные профосмотры, досрочный выход на пенсию и, разумеется, доплата за вредность. Ну а крайний случай – доза рентгеновского излучения может достигать таких значений, при которых человек может получить полный набор самых гадких гадостей и самых жутких жуткостей. Ожоги кожи и внутренних органов, повреждения ДНК и даже лучевую болезнь. Как добиться безопасности? Так не стой под стрелой. Слушай доктора и не пытайся лечь поспать в рентгеновской кабине при включенном оборудовании. Если трудишься дефектоскопистом, не вздумай забывать о всем комплекте мер технической безопасности. Просвечивать металлические материалы способно только самое жесткое рентгеновское излучение. Поэтому в дефектоскопии никто не имеет права забывать о том, что полная изоляция от рентгеновского излучения – это свинцовая пластина толщиной 2,8 см. И вот теперь только я могу объяснить, чем меня откровенно бесит рентген как внесистемная единица измерения дозы излучения. В качестве таковой использовать рентген договорились в 1928 году на Втором международном конгрессе радиологов в память о первооткрывателе, который умер в 1923 году. Как там говорил Михаил Задорнов? Набирайте воздух в грудь, я вам сейчас выдам на гора определения. Готовы? Рентген. Экспозиционная доза фотонного излучения, при котором в 1 кубическом сантиметре сухого атмосферного воздуха при нормальном давлении и при 0 градусов Цельсия образуются ионы, несущие заряд, равный 1 франклину каждого знака. Правда удобно? Франклин – это не президент и не рожа на долларовой купюре. Это единица измерения электрического заряда в системе СГСЭ, сантиметр грамм секунда эрг. Мы когда от системы СГСЭ перешли к системе Си, помните? Правильно? В 1960 году, 64 года тому назад. Но при этом упорно цепляемся вот за эту ахинею, пользоваться которой без пол-литра, на мой взгляд, невозможно. Физику в этом бредовом определении рентгена как единицы измерения минимум. Могу разве что сказать, что при дозе в 1 рентген в кубическом сантиметре воздуха образуется 2 миллиарда 82 миллиона пар ионов. Вот кому какое дело до этой прорвы ионов, спрашивается. Нас с вами что интересует, если речь идет о радиационном излучении? Да утилитарная вещь. Какой вред может быть причинен человеку? Какие именно органы и ткани могут быть повреждены? А не вот это все. Кубический сантиметр, 0 по Цельсию и прочее, что я тут только что наговорил. Но про нормальные, понятные, логически обоснованные дозы поглощенного, эквивалентного и эффективного излучения, то есть про Греи и Зиверты, в следующий раз, когда вернемся к темам атомной физики, которые, напомню, приведут нас ко всяческим тайнам ядерного оружия и атомной энергетики. Да, сегодня все еще многие дозиметры отградуированы в рентгенах, но я верю,
что настанет светлый миг, когда все эти приборы соберут в одну большую кучу и подожгут со всех сторон. Мне на радость и на радость всем тем, кто не испытывает желания ионы в кубическом сантиметре пересчитывать, да еще и на градусник при этом посматривать. Мне кажется, что про физику рентгеновского излучения сегодня удалось рассказать достаточно необходимый минимум. Но одно продолжение этой темы точно будет. Я постараюсь рассказать, что такое рентгеноскопия, флюорография, рентгенография и компьютерная томография, вершиной развития которой стала многословная компьютерная томография. Все это мы видим в современных медицинских заведениях, все это используется для нашего с вами диагностирования. И я уверен, что знание о том, что это такое, с чем это едят и чем одно от другого отличается, лишним не будет. И вполне традиционно жду ваших замечаний, пожеланий и критики.